Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы сейчас находимся в Индии, в городе Бангалоре, в миссионерском служении «Достигая народа». Это служение включает в себя детский дом, где воспитывается 33 ребенка, привезенные из Тибета, из племени Манпа, где очень развит буддизм. И сейчас я хочу вам представить воспитательницу этого детского дома. Ее зовут Лиану, ей 22 года, и Анжелу, которая нам поможет с переводом. Лиану, расскажите в семье, в которой вы родились и выросли. Lianu, could you please tell us about the family where you were born and brought up? Firstly, I give thanks God for this privilege and wonderful time. Сначала я хотела бы поблагодарить Господа за эту привилегию и время, которое Он дает нам, For giving a chance to answer the following question. чтобы я могла сейчас ответить на эти вопросы. I am Lianu Меня зовут Лиану, and from India я из Индии, and northeast Chuchanpur, Manipur. Из штата Манипур на северо-востоке Индии. I was born and brought up in a Christian family. Я родилась и выросла в христианской семье. My father is a local secretary in a church. Мой отец секретарь в местной церкви, My mother is a housewife, и моя мать домохозяйка. and I have 5 brothers and 3 У sisters. меня есть 5 братьев и 3 сестры. Каким был ваш путь к Богу? How did you come to God? When I was a child, Когда я была маленькая, my parents used to teach me about that God loved us so much and He gave His only begotten Son. мои родители рассказывали мне о том, что Бог нас очень любит и что Он отдал Своего Сына ради нас. At the time, I know that, but I didn't accept as my Savior. Конечно же, я знала об этом, но я не приняла Господа так близко к сердцу. And we heard that there will be camping in our place. Однажды мы услышали о том, что будет христианский лагерь в нашей деревне. I'm interested to join, and even my parents sent me to join there. Я сама очень хотела туда попасть, и также мои родители отправили меня в этот лагерь. And I joined in that place. Eventually, Zoe preached about the gospel that Я приняла участие в этом лагере, и один евангелист по имени Джой рассказал нам о том, что we are a sinner and God loved us so much, and He gave His only begotten Son. о том, что мы все грешники, и что Бог нас сильно любит, и что Он отдал Своего Сына ради нас. From the book of John, chapter 3, verse 16. Как написано в Иоанне 3:16. When I heard that, Когда я услышала об этом, I accept Jesus as my Lord and Savior. я приняла Господа как Своего Спасителя. А как вы поняли, что ваше призвание служить детям? How did you know that your calling is to do children ministry? After I accept Jesus as my Lord and Savior, После того, как я приняла Иисуса Христа как Своего Спасителя, from the book of Proverbs, chapter 22, verse 6, я прочитала некие слова из притчи 22 главы 6 стиха. train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет. When I read this word, Когда я прочитала эти слова, it convinced me to do children то ministry. я убедилась в том, что мое призвание – это детское служение. Лиану, вы знаете, что дети, они из другого племени, из другой народности, из другой культуры. Как вы с ними нашли общий язык? So as you already know that these children are from another tribe, another culture, and they have a different language. How do you get along with these children? Along with these children, we used to communicate in gesture, Обычно я общаюсь с ними через жесты, action, движения. simple English for their better И understanding. также мы разговариваем на обычном, простом английском, который понятен всем. At the same time, we used to dance Также мы разучиваем танцы с ними, and playing and spend time with them играем, проводим время вместе and comfort them. и утешаем их, когда они в этом очень нуждаются. And I remember that Jacob words Я также вспоминаю слова Иакова from the book of Genesis, в книге «Бытие», chapter 33, 33 главе.
And he said unto him, My Lord, know that the children are tender, and the flocks and herds with young are with me, and if man should overdrive them one day, all the flocks will die. Let my Lord, I pray thee, pass over before his servant, and I will lead on softly according as the cattle that goes before me, and the children be able to endure until I come unto my Lord. Иаков сказал ему: «Господин мой знает, что дети нежны, а мелкий и крупный скот у меня дойный. Если погнать его один день, то помрет весь скот. Пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который пред мною, и как пойдут дети, и приду к господину моему в Сиир». I lead on softly, Я приняла слова из этого стиха как принцип моего служения. at the pace which the children are able to endure. А я пойду медленно, как пойдут дети. А легко ли доносить весть о Христе детям? Is it easy to share the gospel to the children? Yeah, it is easy to share the gospel because everything is possible with God. Да, это можно сказать легко, потому что с Богом возможно все. А возникают ли какие-нибудь трудности? Do you come across any difficulties in your ministry? Yeah, I came across difficulties because these Indian people says that this is a foreign culture. Да, конечно, когда я проповедую Евангелие, то индийский народ считает, что эта религия для них чужда, потому что это иностранная религия. And they are difficult to convince. И очень трудно их переубедить. But with the help of God, Но с помощью Бога I can continue my ministry. я продолжаю делать служение. А какое отношение внешних людей к вашей деятельности? What the people from outside think about your occupation? And they really appreciate Они восхищаются, and they support me economically and physically. также поддерживают меня финансово и духовно. А какие имеете вы цели в служении? What are the main goals to be achieved in your ministry? And the main goal which I have in doing children ministry is that Самый главный цель, которую я хочу, самая главная цель в детском служении, to let the children know God это чтобы дети познали Бога and become His witness, и стали Его учениками, to other state, other country, чтобы они несли Евангелие в другие страны, в другие штаты, or else to their own place, или также в своей where God местности, wants them to be. где Бог хотел бы, чтобы они были. This is the goal which I have И это моя главная цель in doing ministry. в служении. Спасибо вам большое за интервью, за это время. Thank you so much for this interview, for your time.